Всем привет! Пока я готовлю для вас грандиознейшую постройку в виде балетной школы, я решила немножечко отвлечься и заодно выпустить еще одно видео, прослойку перед балетной школой. Так вот, я решила заняться тем, что я люблю больше всего на самом деле. Это строить микроскопические квартирки. Вот совсем маленькие. Мне очень нравится вмещать, размещать, думать, крутить. В общем, это очень интересно, потому что когда у вас большая квартира, вы только думаете, как бы ее заполнить. А в маленькой квартире вам нужно не только заполнить, но и продумать, чтобы все было функционально и были, все необходимые мебель. Вся необходимая мебель, техника и все на свете, в общем, чтобы это все вместилось на маленькой квадратурке. Так вот, я выбрала для этого самую маленькую квартиру, одну из самых маленьких, то есть есть вот эта квадратная, которую я уже строила, достаточно популярная, кстати, для перестройки, и есть вот эта продолговатая, она, кстати, мне кажется, самая дешевая, то есть по аренде она одна из самых дешевых. Эта квартира, и я взяла именно ее за счет того, что она длинненькая, и мне кажется, ее удобнее всего разделять на несколько частей. Так вот, я разделила эту маленькую квартиру на две микроскопические квартирки, и вот получилось таких две очень даже неплохие квартиры. Одна из них, которую я первую строю, для молодой супружеской пары, которая думает о том, что маленькое, зато свое. То есть есть все необходимое, есть маленький кухонный уголочек, есть ванна, душ, все необходимое, что для жизни нужно. Есть даже отдельная спальня, это очень важно для молодой семьи, чтобы все-таки было какое-то место для уединения, что можно хотя бы уйти в спальню или уйти в зал. Это иногда бывает крайне-крайне важно. Так вот, я, как мне показалось, вместила все самое необходимое. Конечно, здесь немножко, как по мне, не хватает рабочего места, потому что я всегда стараюсь сделать рабочее место, потому что лично для меня это очень важно, чтобы оно было. И поэтому в каждой своей постройке я тоже как-то инстинктивно это все делаю. Но здесь, все-таки не оказалось места, совсем было мало места. То есть если бы кровать была не двухспальная, то я думаю, что я бы вместила. Но все-таки мне показалось, что вот эта квартира, она хорошо подходит для каких-то молодых людей, которые начали жить вместе или поженились недавно. И вот они начинают свою новую жизнь в такой небольшой квартирке. Небольшой, но уютной. Как мне показалось, все-таки она достаточно уютная. Особенно за счет этих обоев в цветочек. Они немножко несуразные, они какие-то странные. Но мне кажется, что в них есть какое-то такое свое очарование, какое-то такое цветочное очарование в этих обоях все-таки есть. Я не особо усердствовала с декором, то есть, да, я там немножко подукрашала, позаполняла, но старалась все-таки не сильно перегружать, потому что все-таки небольшое пространство, если его еще захламлять, то вообще будет как-то тесновато. Мне не хотелось терять вот это ощущение воздуха, то есть все равно вроде квартира маленькая, но на самом деле все поместилось, все, что нужно для жизни, все есть, все расставлено. Да, конечно, нету дивана полноценного, не получилось. Если бы я поставила диван, то он бы совсем все перегородил, но есть кресло и подушка, и есть место для того, чтобы поесть, посидеть вдвоем все-таки. И, в общем, я думаю, как-нибудь бы они справились. На самом деле, сейчас мало кто смотрит телевизор. Скорее всего, если бы это была молодая пара, они лежали бы в своей кровати двухспальной и смотрели бы ноутбук. В смысле, сериалы по ноутбуку. Скорее всего, это было бы именно так. То есть, в целом, квартира хороша тем, что здесь есть и отдельный кухонный уголочек, и отдельное даже место для того, чтобы поесть, и место, где можно посмотреть телевизор и хранить какие-то вещи, то есть какой-то шкаф открытый и так далее. И есть еще и отдельная спальня. На самом деле, мне кажется, это большая победа для этой крохотной квартирки и для меня в частности. Я немножко еще поигралась с отладками, подоставала оттуда всякую мелочуху для того, чтобы просто разбавить немножечко полку, которая у нас на кухне расположена. И я люблю еще кружки ставить, какие-то тарелки,
они добавляют просто какое-то ощущение жизненности данной квартиры. В общем, как будто там уже кто-то живет, и как бы так комфортнее. Итак, теперь вторая квартира. Вторая квартира у нас с другой историей. История вот этой квартиры состоит в том, что здесь бабушка с внучкой живут. То есть мне нужно было так расположить, чтобы два человека разного возраста смогли здесь как-то сосуществовать. Вот здесь я немножко покрутилась, потому что здесь я решила не отделять спальню. Ну вот как-то усложнила, в общем, себе задачу. Чтобы всем было комфортно, было два спальных места раздельных. Нужно было, чтобы одна для бабушки, одна для внучки. И я сначала забыла, а потом все-таки вспомнила и втиснула, что за счет того, что внучка, скорее всего, либо школьник, либо подросток, то для него, для нее, точнее, нужно рабочее место, хотя бы минимальное какое-то рабочее место. Я потом его втисну практически в самом конце. Очень, кстати, спасает вот эта система с телевизором, когда подвесной телевизор, то есть люди могут вот за барной стойкой кушать, то есть у них нет такого полноценного стола, конечно, но мне кажется, и так вполне себе неплохо, если бабушка достаточно современная, то и так сойдет. Ну, в общем, у них есть телевизор, который можно как раз-таки и с кровати смотреть, и с дивана смотреть, и вот с этого места, где они кушают, тоже можно его смотреть спокойно. Можно немножко отодвинуться и вполне себе смотреть. То есть вот этот телевизор, он спасает в том плане, что ты его вешаешь, и я проверяла уже симы, и могут с любой точки его смотреть. В общем, вот, я покрутила эту квартиру. Вот здесь мне, конечно, пришлось попотеть, чтобы это все уместить и сделать, потому что вот здесь я столкнулась с тем, что как-то сначала я думала разграничить пространство, какие-то ширмочки наставить, потом поняла, что ширмочки будут занимать кучу места, перегораживать пространство. Здесь еще два таких больших панорамных окна, которые не хотела закрывать. В общем, я решила сделать абсолютно открыто все, но единственное, что, конечно, от входа немножко хотя бы отгородить, для комфорта. Я понимаю, что Симам не будет дискомфортно, но мне было бы дискомфортно, если бы вот ты входишь в квартиру и сразу там видишь человека на кровати. Мне кажется, как-то это не очень приятно, поэтому все-таки какую-то легкую перегородочку я сделала, тем более, что там можно хранить какие-то необходимые вещи. И немножко я все-таки заставила панорамное окно, я думала все-таки оставить его полностью открытым, но я понимаю, что в какой-то момент я поняла, что я не добавила никакой комод для вещей, и как-то это некрасиво с моей стороны. Потому что я добавила типа книжный шкаф, но он такой и книжный, и кучу всего там можно добавить. Вот, в общем, все это есть, а полноценного шкафа для одежды нету. И это неуважительно по отношению к жителям этой квартиры. И вот я уже начала свои пятнашки с рабочим местом. Вот этот маленький, самый крохотный столик, я его очень люблю, потому что он всегда спасает, когда нужно сделать очень маленькое рабочее место. Это прям палочка-выручалочка, если честно. Я часто его куда-то засовываю как рабочее место. И вот здесь я тоже, она такая крохотная совсем, но, в общем, все равно диван не помещался, поэтому я все-таки разделила, поставила два кресла. Другого варианта пока я не вижу. Если вы решите этот требус за меня, если вы решите, как расположить поудобнее, чтобы и полноценный диван был, я буду за вас счастлива, если вы еще поделитесь своей идеей. И на этом все. Приятного просмотра. Не забывайте, скоро будет балетная школа. Я ее все-таки дострою, я в себя верю. Все, до следующих построек. Пока-пока.